Друзья, всем привет, с вами я, Максим, вы на канале Мотомаксимус. Поздравляю всех с Новым годом, с окончанием сезона 2020 года и началом сезона 2021 года. Сегодня у нас на календаре 6 января, новогодние праздники, все салаты и оливье практически съедены, поэтому я решил взять свой эндуро-мотоцикл легкий и выехать покататься, поехать в сторону плато Бермамыт. Все вы смотрели мой фильм в этом году, если не смотрели, то советую, ссылка где-то вот здесь или здесь. Погодка у нас, видите, какая, снега в этом году мало. Сейчас я выезжал из дома, было где-то +2, да и, как я понял, ночью тоже не было минуса. Поэтому еду в сторону плато Бермамыт. Докуда доеду еще до конца, сам не понимаю. Но буду смотреть по обстановке, по силам. Колеса спустил сегодня. Перед сделал вообще там 0,5 или 0,4. А зад где-то 0,6-0,8. Потому что иначе просто не едет. Плюс ко всему резинка у меня такая, скажем так, не сильно свежая. Я о шипах уже вообще ничего не говорю. В любом случае дома сидеть надоело. Поэтому еду кататься. Начались первые чудеса с GoPro. Не любит она холод. Проехал я тут все ничего и снимал мало, аккумулятор уже разрядился. В общем, еду я правильно. Вон у меня развалины старой Кошары. С той стороны у меня спуск Березовое ущелье. Получается, я в конце Березового ущелья где-то. И двигаюсь сейчас я прямо. Ехать, в принципе, нормально. Только единственное, когда едешь по дороге, если она заснежена, лучше с нее съехать и ехать справа-слева, где просто пухляк снег. Потому что на самой дороге машины, видать, проезжали, чуть примяли, он примерз и все, и скользко. Меня уже 2-3 раза развернуло на мотоцикле. Еду или справа, или слева по снегу, переметов, ну, нету, снега-то, видите, вон. Его тут и нету нифига. Поэтому застрять не страшно. Ну, если силушек хватит, добьем до Бермамыта, посмотрим, как там. Кстати, там немножечко небо открывается, может, повезет. В общем, доехал я от Алькуша до линии электропередач. Ехать дальше сложнее, потому что очень скользко, а по снегу уже ехать не вариант, глубокий. Ну, посмотрю, насколько хватит сил. Падаю периодически. Тут вся камера в этот момент выключена. Поеду. Поэтому... О, вот что она делает. Вся дорога обледеневшая, а справа-слева не всегда получается ехать, потому что переметы. Ой, не знаю, сейчас вот оттуда буду пробовать штурмовать, потому что по льду я не поднимусь.
общем, даже при таком маленьком количестве снега, вон, видите, мотик зарывается полностью. Ух ты ж, ё-моё. Вот, на переметах где-то по колено. Есть, конечно, голые участки, но не всегда получается перепрыгнуть с одного голого участка на другой. Иногда вот так застреваешь. Блин, ну вот уже край плато. Уже грех сдаваться. Надо что-то придумывать, как-то вылазить отсюда. Сейчас будем экспериментировать. Как-то вот так попробую сейчас вдоль склона пробраться. Лайтовая поездочка выйдет. Вот он вам лайт. Ну что, друзья, вон он у меня за спиной Бермамыт. Еще немного мучений, и я на месте. Сейчас переведу дух и поеду. Ну что, друзья, я на Бермамыте зимой, 6 января сегодня, напомню. Пришло время признаться, я пытался приехать сюда зимой на легком эндуро 2 раза. 2 года назад, 3 года назад. Один раз доехал чуть дальше Илькуша, другой раз доехал до заброшенной Кошары, но до сюда не доезжал ни разу, поэтому сегодня мой бенефис на зимнем Бермамыте на мотоцикле. На машине я здесь зимой был, на мотоцикле еще нет, первый раз. Ну и, конечно же, эта красота не может в очередной раз меня не радовать. Главное что? Главное не бздеть, друзья. Собираться, брать с собой термос с горячим чаем и ехать. В принципе, все возможно, доехать возможно. Так что, друзья, всех еще раз с Новым годом. Главное не бояться ехать и достигать своих целей. Так что путешествуйте и всем добра. А я попью чайку и поеду домой. Всем пока.